Представители знака зодиака Близнецы. Здравствуйте, мои дорогие Близнецы. Неожиданности и сюрпризы. Пасьянс, второй расклад на январь 2025 года. Давайте узнаем, что же за неожиданности могут быть, с чем вы можете столкнуться. Пусть это будут приятные сюрпризы именно в январе. И у нас сегодня пасьянс. И я, когда его создавала, я так и назвала неожиданности и сюрпризы. Как раз на момент внезапности он больше настроен, по крайней мере, такая была задумка. А вторая колода карт – это колода добра, которую прорисовала великолепная художник, таролог и психолог Колет Барон Рид. Вот давайте будем добрее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Не всегда наши планы совпадают с обстоятельствами нашей жизни, но это мы так часто воспринимаем. И, наверное, в нашу эпоху теперь Водолея очень важно увидеть иррациональное. А у вас это как раз очень хорошо получается. И надо сказать, для вас этот период должен быть более чем перспективным. И не только я про январь, а на последующие месяцы 2025 года, ну и даже с заходом на 26 год. Поэтому что-то вы тут можете реализовать удивительное, миссию какую-то свою выполнить. Ну, давайте перейдем к картам. Неожиданности и сюрпризы. С чем это может быть связано? Мне нравятся маленькие карты с их рандомным значением. Никогда не предполагаешь, что совпадет. Но каким-то образом это работает. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Ну и не передаст эмоциональную палитру чувств каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, что же для вас январь месяц в неожиданностях и сюрпризах? Чего это может касаться? Какой сферы жизни? Вот смотрите, замок, закрытый путь. То ли вы куда-то будете собираться, но, может быть, не получается, какая-то остановка, пауза. Или вы хотели бы что-то осуществить, вполне вероятно, за счет праздников. Это ведь первое значение выпало. Может быть, это вы определитесь с чем-то, с каким-то своим направлением, и, значит, словно прошлое закроете дверь. Наверное, больше какой-то определенности, что вы хотите осуществить. Потому что по карте замок, точнее, значение замок, есть то, что нами не может быть продолжено. Или мы не хотим. Или конкретно те двери, может быть, чиновников, которые могут попросту отдыхать, или какая-то пауза быть за счет длительных праздников. Давайте посмотрим неожиданности и сюрпризы. Может быть, это когда мы сталкиваемся, допустим, с какой-то ситуацией, когда вы уже намеревались что-либо осуществить. И вот вы приходите в назначенный срок, в назначенное место, а там какие-то изменения и что-то закрыто. У кого-то буквально так может проиграться. Или вы для себя определите, в какую местность или в какое место вы точно больше не отправитесь. И так тоже может быть. Неожиданности и сюрпризы. Вы знаете, тут могут быть неожиданности и сюрпризы с вашими знакомыми. Нам выпадает карта в карте пара. Именно личная жизнь выходит на первый план. Вы будете проводить какие-то параллели, может быть, вы имеете разные контакты. Не обязательно это про любовь, именно личная жизнь. У кого-то это может быть как знакомство, знакомство недавнее или наоборот, давнишнее. Вы можете пересматривать свои отношения или свою попросту дружбу. Ну да, это в некотором контексте это ваша личная жизнь, потому что это ваши отношения. Но отношения разные, не обязательно любовные. Ну или, может быть, для кого был любовный треугольник. Правда, такое, если допустить, то, значит, тоже некоторая рокировка у вас вполне вероятно состоится в январе. Или вы можете завершать какие-то отношения. Такое вполне вероятно. Или, конечно, это могут быть два значения, которые между собой не связаны вообще. Ну, давайте будем раскрывать дальше. О чем нам расскажут карты. Еще.
Сразу смотрю, что у вас совпало. Ну, с чем-то вы будете определяться, это точно. А вот какой сферы жизни это касается или каких вопросов? Пока я не вижу совпадений. Ну ладно, посмотрим дальше. Что же на кону у вас такое стоит? Мне интересно вот именно прояснить вот этот замок. Какой-то подарок вас ждет, приятный сюрприз или какое-то важное событие, которое, ну, больше именно с позиции приятных сюрпризов, когда вы что-то не могли осуществить прежде, а здесь у вас получится. Или, мои дорогие, у вас что-то прояснится. Ведь этот замок не обязательно расценивать как что-то со знаком минус. Куда мы пришли, а нам тут дверь закрытая. Может быть, это вы сами закрываете. Это вы какую-то обстановку проясняете и теперь себе говорите, вот туда я больше не ходок. Вот все, какая-то история у меня закончилась. Или вы будете как раз ее завершать. Такое я тоже могу предположить. Смотрим еще. И вот мы говорим неожиданности и сюрпризы. Вам выпадает колесо фортуны. Тут все приходит в свое время. А даже если вы с чем-то определяетесь, да, мы говорили замок, значит, это сделать необходимо. Вас, мои дорогие близнецы, с чем бы вас ни сталкивала судьба, с какими бы событиями, видимо, это где-то как высшие силы вас подталкивают к важному решению. По крайней мере, я вижу так, потому что колесо фортуны. Да, что-то закрывается, но, видимо, необходимо, может быть, какой-то вопрос закрыть, прояснить или какую-то тему, или решить что-то для себя. Пусть это будет касаться ваших внутренних убеждений, решений, или что вы будете продолжать, а что вы будете в принципе завершать. Конечно, тут могут быть у кого-то вопросы работы, например, или смены работы, смена вашей деятельности, сфера, когда новые какие-то начинания, может быть, с чем-то как учеба связана. Я должна сказать, вообще приятная энергия на январь, потому что флирт сам по себе – веер, вот легкость в общении, та, что вам очень свойственно, быстрая работа с информацией, может быть, в каких-то отношениях для вас быстрее какую-то конфигурацию прояснить или, наоборот, создать. Но, видимо, определяться с чем-то вам придется. Но я так вижу, раз выпадает замок первым значением, значит, скорее всего, вы с чем-то определились, может быть, в самом конце 2024 года, в декабре. Вот удивительно, ведь перемешала, причем по-разному, несколько карт, несколько раз, точнее, карты. И вот смотрите, у нас какая-то, видимо, вселенская перезагрузка. У вас выпадает такое редкое достаточно значение, как Феникс, птица Феникс. Возрождение, как известно, из пепла. Это карта избавления от боли. Где-то можем перевести на 20-й старший аркан Таро. Избавление от страданий. Но, правда, вот когда вы с чем-то определяетесь, куда же я хочу идти, куда я хочу двигаться, может быть, по части вашей мечты, или то, что вы хотели осуществить, или по части отношений, тоже больше определенности, больше порядка, значит, больше организации какой-то. И тут у нас и подарки, и легкость общения, освобождение, мои дорогие, от каких-то ненужных пут, от каких-то сложных, может быть, обязательств, или от какой-то неопределенности, которые и не да, и не нет, а что-то такое обтекаемо непонятное. Давайте посмотрим, что же еще. Что нам хотят сказать карты? И если мы соединим верхний и нижний ряд, у нас совпадает змея. Вот это значение, да? Смотрите, я думаю, это видно. Не очень видно. Вот так это будет. И змея в данном случае может какой-то неожиданный случай или какая-то как тайна, которая, возможно, у вас открывается,
или приходит какое-то сообщение, или вы столкнулись с какими-то обстоятельствами, по части, может быть, личной жизни, все же у нас пара изображена, когда вы будете действительно с чем-то определяться, значит, вот этот замок выпадает не случайно. С чем-то вы могли столкнуться в декабре 2024 года, или, может быть, это происходит в самых первых числах января. Но это для вас совершенно необходимо для того, чтобы, может быть, как тайна какая-то открылась. Или вы теперь понимаете наиболее достоверно, в какой вы ситуации находитесь, на что вы можете рассчитывать, куда вы для себя словно табу поставите и скажете, что нет, вот я больше не хочу быть в каких-то обстоятельствах, стесняющих, может быть. Или я не хочу быть с каким-то конкретным человеком. Опять же, пусть пара, но у кого-то это может касаться дружбы, у кого-то это может касаться партнерских отношений, к примеру, по бизнесу. Ну, правда, определяться вам с чем-то как будто приходится. И не потому, что это вы инициируете, а либо обстоятельства так сложились, либо какая-то тайна открылась, либо ну, вы с чем-то сами определились. Опять же, вот эта змея, она может как известие какое-то приходить. Может быть, от какого-то даже человека, например. В течение января тоже. Но это вам все более как бы способствует вашей фортуне, где-то легкости или избавления от боли, избавления от страданий. И вы словно возрождаетесь, как птица Феникс, правда? Может быть, для кого-то даже вот все то, о чем мы с вами говорили, несколько затруднительно, или вас что-то может ставить в тупик. Все же и змея выпала, и выпадает у вас закрытый путь. Но это значит, уже вы какую-то ошибку не совершите еще раз. Или для вас уже больше понимания или ясности по какому-то вопросу. И поэтому само по себе возрождение, это значит в последующем вы будете прикладывать усилия или в отношении конкретных людей, партнерских отношений, либо это будут какие-то вопросы, связанные с делами, с работой, но это тоже более продуктивное какое-то сотрудничество. Я, по крайней мере, вижу, что именно через общение или через какое-то взаимоотношение к вам могут прийти вот такие, ну, как внутренние, может быть, инсайты, либо сама по себе новость, информация. Вы столкнуться можете с той ситуацией, когда вы можете понимать, какой-то жизненный этап он закончился. И теперь у меня как жизнь с чистого листа. Ну вот что-то такое с элементом возрождения, обновления, даже если это что-то приходит несколько неожиданно для вас или меняет ваши планы, мои дорогие близнецы. Смотрим дальше. Должна сказать, что и верхний, и нижний ряд еще одно совпадение. Возле колеса фортуны у нас часть верхней карты находится, это паук. И паук, это правда может у кого-то означать из липкой паутины мыслей выход. Или из каких-то ненужных зависимых отношений. Или когда вы для себя действительно проясните что-то наверняка. Тот вопрос, который вы, возможно, рассматривали, будет это мне полезно или нет, будет это продуктивно продолжено или нет. Возможно, вы с чем-то боялись расстаться или с кем-то. Вы здесь, правда, поставите точку. В конечном итоге, посмотрите, колесо фортуны и птица Феникс нам уже сказали о новом жизненном этапе. И словно сама фортуна на вашей стороне. Но, видимо, определиться совершенно необходимо, хотя бы только лишь потому, что пока мы находимся вот в какой-то неопределенности, пока мы что-то для себя не прояснили или для самих себя, ну, не сказали твердое «да» или твердое «нет», будет продолжаться вот качелеобразные или отношения, или ситуация какая-то замороженная, подвешенная, или вы могли себя чувствовать. Я словно заложник какой-то ситуации. Вот это должно быть завершено. И после этого и легкость, и подарок, посмотрите, выпадают. Словно жизнь играет совершенно другими красками. И сама фортуна на вашей стороне, повторяюсь. И опять же, возрождение. Давайте на второй колоде. Колода добра, неожиданности и сюрпризы. С чем же это может быть связано? Несколько проясним те значения, которые выпали в картах пасьянса. Неожиданности и сюрпризы.
Повешенный. А вот вам надоест какая-то подвешенная ситуация. Или когда вы, может быть, оказались в обстоятельствах, когда вы не могли что-то изменить. И вам это крайне не нравится. Может быть, это через отношения, может быть, это по работе. Вам не сказали ни да, ни нет, но не было в ваш адрес проявлена какая-то точность, четкость, и вы себя могли ощущать в роли жертвы буквально. Или вы могли ощущать, что время вроде как тянется. Может быть, период какой-то. Было у вас ожидание, мои дорогие. Значит, вы, к примеру, можете получить какой-то документ, и это будет тоже как точка невозврата, вот этот самый замок. Потому что какая-то ситуация у вас и прояснилась, и разрешилась, и закончилась. У вас, правда, тут что-то заканчивается. И в этой колоде карт аркан повешенный говорит о том, что мы можем, кстати, в чем-то принять поражение. Ничто не дается бесплатно. Вот если такое даже. Нас, точнее, призывает эта карта признать, что есть то, что от нашей воли, силы, приложения нашей активности каким-то образом не зависит. Может быть, то, что видите вы и видит ваш партнер, но как-то это не стыкуется. Тогда вы все равно будете отталкиваться, скорее всего, от того, что вы хотите осуществить. Это может быть еще и как подсказка. Не торопись куда-то, ожидай дальнейшего развития событий. Есть тот вопрос, который ты сейчас не можешь решить. И для кого-то буквально это, к примеру, может проиграться. Мы с вами говорили, как закрытые двери, потому что, ну, праздники, может быть, или какой-то регламент существует. Вот в тот срок, который бы вы хотели решить вопрос, у вас это не получается. Может быть, что-то растянуто по времени, у кого-то может проиграться и так. Но если, даже если по времени у нас что-то растягивается, значит, мы тоже должны принять по аркану повешенный, что мы и ускорить это не можем. То есть обстоятельства сильнее нас. Неожиданности и сюрпризы. Семерка воздуха. Вы можете чувствовать себя обманутыми, кстати, по этой карте. Или вы чувствуете недосказанность, или словно «я никому не верю». Вот, кстати, по семерке воздуха такое может проиграться. И карта больше говорит, как в неожиданности и сюрпризах. Мы ведь задали такой вопрос. Независимость и желание жить по своим правилам. Не удовлетворять чужие ожидания, но где-то и быть дипломатом. По крайней мере, действительно все то, что я говорила по картам пасьянса. У вас проигрывается какая-то ситуация, пусть несколько неожиданным образом у вас проясняется, и что-то совершенно у вас определяется наверняка в этой жизни. Или, может быть, от чего-то вам было сложно отказаться. Так вот здесь будет отказаться намного проще. Вы словно освобождение получите, и захочется жить по своим правилам. Что же еще могут быть за неожиданности и сюрпризы? У кого-то могла быть такая пауза в дороге, буквально. Аркан колесница. Но я должна еще и сказать другое. Выпадает замок. И вместе с тем у нас аркан колесница – это движение, это какой-то прогресс. Перемены, вы уже на пороге перемен, и вам выпадает опять же колесо фортуны. Поэтому это карта трансформации, по сути дела, когда высшие силы или как стечение обстоятельств вам приносят какую-то победу, и вы себе где-то говорите, правда, вы с чем-то определяетесь. Но, мои дорогие близнецы, я не могу сказать, что эмоционально это вам легко как-то сделать. Но, видимо, оно того стоит. Вы должны в чем-то поставить точку или получить для самого себя, самой себя какой-то баланс, потому что может быть какая-то заезженная история уже не может быть продолжена. И в этой колоде карт аркан колесница – это победа. И нам карта говорит, я падал, но поднялся вновь, чтобы жить свободно, честно, умело. И может быть семерка, мои дорогие, воздуха в этой колоде. Мы сказали, карта независимости, желание жить по своим правилам. И это выпадает вот такой триплет. У вас на неожиданности и сюрпризы. Это ваше важное от начала до конца решение. Но кто-то столкнется, может быть, с какой-то бюрократической историей, да, и вам все равно, значит, нужно было словно по судьбе вот именно пройти через эти шаги для того, чтобы в чем-то определиться. Или у кого-то это будет через взаимоотношения, через дружбу, через партнерские отношения, самые разные.
Но все равно это ведет, опять же, к какой-то независимости. Потому что вы можете чувствовать, что или сейчас я на что-то решусь, или никогда. И правда, какая-то эпоха или часть вашей жизни, период какой-то, жизненный этап у вас завершается, и вы его завершаете сами. Но, может быть, это квинтэссенция или побудительный мотив. Как раз и будет какая-то ситуация, которая вами не была просчитана заранее. Но, значит, она должна была состояться в вашей жизни. Жизнь не только нас мучает где-то, иногда порой и учит тоже. Давайте мы достанем еще 3 карты и узнаем, к чему же все идет. Вот интересно, к чему все идет. Аркан повешенный, 4 огня. Праздник после победы. И если мы сказали, колесница – это победа, то 4 огня. Вы останетесь довольны своим решением. Это, пожалуй, самое главное. Вы видите свои перспективы. Нам словно ангелочек играет на флейте. И 4 огня, вот эти лампочки, которые озаряют светом все пространство. Это радость, это наполненность счастьем. Это какие-то новые возможности. Это когда нет преград. Это когда гармония в душе и когда никто не мешает. И, кстати, по этой карте тоже идет исцеление. Поэтому не случайно вам выпала птица Феникс. Наверное, Уран в знаке зодиака Телец и в ретро-движении нам может вернуть какую-то ситуацию словно из прошлого, которую мы не знали. Не то ее продолжать, не то поставить в чем-то точку. Значит, вы все точки над «и» расставите, и в вашей жизни, правда, будет праздник. К чему все идет? Мир, гармония в душе, достижение результатов или получение результата. По аркану мир – это тоже своего рода перезагрузка, последний старший аркан. Это мы берем новый ракурс. Мы пересматриваем взгляды на жизнь. Уходит страх, уходит тревога. Но от начала до конца все то, что мы с вами или о чем говорили. И вот этот мир, покой в душе, так и в принципе, может быть, какие-то извне важные события приходят, как в обстоятельствах, которые вам тоже после, может быть, какого-то негативного периода жизни вам приносят и уверенность, и покой, и складываются для вас больше со знаком плюс. Но все же итоговая карта – мир. Поэтому какой-то результат, мои дорогие, к чему все идет? К конечному какому-то великолепному результату. Понятно, что это зависит от того, какие вы перед собой цели и намерения ставите. Но по десятке воздуха это мы уже освобождаемся тоже. Правда, к чему все идет? Какое-то освобождение и определенно какая-то перезагрузка. Значит, видимо, состоялось в вашей жизни какое-то событие или где-то это может совпадать с первыми числами января, когда вы с чем-то определяетесь, когда вы сами что-то не хотите продолжать. Поэтому, наверное, и не страха, и не тревог, и не сомнений. С чем-то вы определяетесь достаточно легко, я бы сказала так. Нет у вас, знаете, как какого-то тягостного состояния души. Рядом аркан мир. И в этой колоде карт, кстати, десятка воздуха называется «Изящное завершение и новое начало». Правда, есть еще такое значение «прозрение», но и одновременно с прозрением новый смысл жизни. Вот мне нечего добавить. У вас январь, время важных решений. Что же будет дальше? Давайте узнаем. Может быть, это то, что на последующий период с переходом уже на февраль, где-то март, потому что у нас останется в знаке зодиака Телец, и это на все знаки зодиака влияет. Телец про образ благополучия, но карта трансформации вам выпадает, и это тоже, опять же, какое-то завершение. Мне нечего добавить, правда? Может быть, вы тут что-то сами будете завершать, но вам от этого будет очень хорошо, мои дорогие. И словно сама по себе фортуна ждет, когда вы с чем-то определитесь. И по этой карте это сразу открываются какие-то новые перспективы и возможности.
что же будет дальше. Праздник сам по себе. По тройке воды всегда проходит праздник. Какие-то радостные совершения. Ну и правда, легкость на подъем, много общения, возможности. Но еще и карта трансформации говорит о том, что время перемен, отпустить старое. Может быть, с чем-то и смириться, мои дорогие. Вот как я говорила по аркану повешенный, мы признаем, может быть, в каком-то вопросе поражение. Ну и ладно, значит, мы идем все равно вперед. Значит, мы в чем-то поставили точку и одновременно высвобождаем большой запас энергии для новых свершений, для новых побед, для нового праздника, мои дорогие. И это все то, что приносит вдохновение. Это какая-то дружба, может быть, новая. Или в новом контексте продолжение, может быть, прежних каких-то отношений. Или много контактов с людьми у вас как раз может быть с переходом с января на февраль, когда состоится какой-то праздник. Может быть, встреча с близкими. Ну, самые разные направления, но праздник определенно дальше следует. Что же еще будет дальше? И вот по этой карте, знаете, изображен жираф. И не случайно. Потому что это время наших амбиций, честолюбивых планов, свершений именно того направления, которое мы хотим осуществить. Или когда мы будем уделять внимание именно тому, что для нас стоит в приоритете, а не для кого-то. Так и называется творческие планы, рост и собственные амбиции. И вы будете видеть в каком-то другом ракурсе. И если у нас, посмотрите, вот какая-то подвешенная ситуация, она, правда, должна у вас быть закончена, завершиться. В чем-то расставлены все точки над «и», и тогда это для вас открывает новые возможности, потому что вы это видите совершенно иначе. Потому что для вас уже сами по себе, как энергии новизны и новые возможности. Может быть, какую-то свою забытую мечту или какой-то свой, как план, намерение, цель вы будете продолжать. Вот эта трансформация, она неизбежна. Но именно через нее приходит какая-то перезагрузка вашей жизни и больше счастья, больше радости. В конечном итоге новое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.